I've been hanging on, counting days, thinking it was me all along. Had a million conversations in my head about where it went wrong. And I've got no idea where you've been, who you are, not anymore. All I got is this Polaroid picture of us from June 24th. It's where I kissed you for the first time, laid on your sheets. You gave me your heart and said you trusted with me, but all I did was let you down time and time again. It wasn't my intention, maybe we should have been friends. Добрый день, добрый вечер, хотя нет, полчетвертого. Привет, мои хорошие. Сейчас я собираюсь на дачу, собираюсь, это очень громко сказано, я просто хоть как-то привела себя в порядок. У меня дома творится полный хаос. Я откладываю это на лучшие времена. Приятного просмотра. Вещи и чемоданы в моей жизни будто бы не заканчиваются. И это еще не говорю про фактор, что через 2 дня я должна была ехать в Вену. Но эту поездку мы перенесли, поэтому я даже отчасти рада, потому что у меня будет время просто навести порядок дома. Я снимаю. Я снимаю. 독특한 말투로 미안하고 고마웠다 말하네. 이미 알고 있단 듯 고개 끄덕였지만 아직 작은 손이 묻지는 못해. 울어버리면 현실이 될까봐 ситуация. Мне нужно написать резюме. Боже мой, какие сложные умные слова. И сейчас я собралась на завтрак. Поэтому добро пожаловать в новый день. 아무 계획 없이 떠나볼래. 다 내려놓고 괜찮을 거야. We'll be back. 멀리 날아오르자. No worries. 어디 버렸어? С кухней разобрались. Я просто терпеть не могу эту черту своего характера. Я не знаю, это приобретенная, либо реально черта характера. Вот у меня все или ничего. Вот или все, или ничего. И точно так же работает с эмоциями. Я просто несколько недель уже нахожусь как раз-таки в той самой рефлексии, и вот это качество, оно все-таки приобретенное. Потому что до определенного момента у меня всегда разум стоял на первом месте. Я ограничивала себя в эмоциях и в чувствах, но я понимаю, что это тоже было не совсем правильно, потому что я прям такой человек, все по пунктикам, план на жизнь. И это тоже была какая-то крайность.
Потом у меня резкий скачок в эмоции, только то, как я чувствую. Это то, над чем мне нужно будет поработать в ближайший месяц. Длительное время во мне жила такая черта, которая меня уже буквально стала подбешивать, когда эмоции стоят выше разума, и все важные решения принимаются не холодной головой, взвешенно и обдуманно, а в порыве и потоке эмоций. Я думаю, если вы творческий человек, вы очень хорошо понимаете, о чем я говорю. Но для собственной реализации, для работы, я понимаю, что это то, что нужно окончательно убирать. И речь сейчас вовсе не о том, чтобы стать каким-то бесчувственным, каменным, отключить это все на ноль. Нет. Просто есть сфера жизни, где ты не можешь строить все только основываясь на своих эмоциях и чувствах. И тебе необходим тот самый анализ и здравый рассудок. И вот сейчас с помощью терапии я шаг за шагом нахожу тот самый баланс. Наши сессии проходят на платформе Zigmund Online. Это мой любимый сервис онлайн-психотерапии. И так как сейчас у меня множество поездок, на Zigmund Online вы можете самостоятельно выбирать дату и время сессии. Ну и если у вас появятся какие-то непредвиденные обстоятельства, сессию можно перенести без потери средств. Это тоже огромный плюс. Более того, после заполнения анкеты сервис автоматически предоставляет вам выбор специалистов, которые соответствуют конкретно вашему запросу. Поэтому, если у вас есть желание начать терапию, но вы не знаете, как сделать первый шаг, по моему промокоду KILACTI вы можете получить 2 сессии по цене одной. Не знаю, заметите ли вы какую-то разницу? Я же девушка, Но мои волосы летом очень часто выгорают, и они становятся какими-то рыжевато-светлыми. И вот тонирование это был самый оптимальный вариант, чтобы придать волосам их естественный цвет. Возможно, из-за того, что я сейчас чувствую себя абсолютно по-другому, я хочу соответствовать своим внутренним убеждениям. У меня меняется вкус в одежде, вкус в музыке, меняется мой круг общения, меняется просто все. Кстати, вот еще одна мысль, к которой я пришла в путешествии. Вот опять же та крайность, в которую я впадала, у меня то все хорошо, то все плохо. И я поняла, что любые проблемы, любые плохие ситуации можно воспринимать с интересом. Что будет дальше, к чему ты придешь. И когда ты воспринимаешь любые проблемы именно через призму интереса, это уже жесткая философия пошла. Я думаю, суть вы уловили. Потому что буквально месяц-полтора назад у меня любая маленькая проблема, все, девочки. Стакан не то, что наполовину полон, он вообще разбитый, пустой, и где-то там валяется на помойке. И я поняла, что уверенность рождается из твоей правды. Вот, когда ты соответствуешь тому, во что ты веришь, о чем ты думаешь, когда у тебя нет этих внутренних конфликтов, тебе душевно живется намного-намного проще. А начиналось все с истории о том, как я затонировала волосы. Еще одна причина, почему я люблю YouTube и такой формат общения. Если хотите собрать кучу комплиментов, купите какое-то средство от Зелински. To party, to have fun, you see. I got different hobbies, and that's all I need. Some say life is boring, but I disagree. I wake up and live my dream. Someday soon, I'm gonna make it. Yeah, all hard work's gonna be worth it. Ooh, everyone who didn't believe it, they don't know worth it. I'm gonna try, work till I die, till I die, till I die. I'm gonna fail and get up, 'cause I'm not giving up on my dream. После таких вечеров я чувствую себя каким-то маленьким ребенком, который впервые что-то чувствует что-то новое. Но что-то остается неизменным, и с любых вечеринок я уезжаю самая первая.
Tell me what your name is. Tell me what you like and all your secrets. I just wanna go over the details. Let me inside of your mind. I know I just met you, but something tells me that you might be into talking to a stranger with a tattoo. Baby, I'm one of a kind. There's a reason we're here. There's a fire in the air that neither you or me could deny. Boy, I see how you stare up and down everywhere. I can tell you're far from shy. So let's talk. Я только что заметила, вся сыворотка вылилась в косметичку. Сегодня по плану много купаться и вкусно есть. Видео красиво плыви. Красиво плыви. Красиво плыл. Маленький. Что? Ой, дочь. Маленькая, не так быстро. Это же в этом-то кайф. Пожалуйста, там какой-то мужик неадекватный. Нет реальности, кроме той, которую мы носим в себе. Большинство людей потому и живут такой нереальной жизнью, что они принимают за реальность внешние картины, а собственному внутреннему миру не дают и слова сказать. При этом можно быть счастливым. Но если ты знаешь другое, у тебя уже нет выбора. Ты уже не можешь идти путем большинства. Я пришла читать Гессе, Демиана. У меня это лето было максимально поучительным. Не веселым, не ярким, не красочным, хотя даже за последний месяц произошло очень много событий, но будто бы эти 3 месяца весь пазл складывался так, чтобы я себя воспитала. Красиво невероятно.